За последние 30 дней я заработал более 100 тысяч рублей, преимущественно из полупассивных источников дохода. Полупассивный доход, как я его понимаю, это такой источник дохода, который продолжает приносить тебе прибыль на протяжении долгого времени после того, как ты сделал какую-то работу. По сути, за последний месяц я просто делал всю работу, находясь в путешествии, и это все происходило просто за компьютером. При этом по времени я отработал намного меньше часов и получил намного больше денег, чем платят на обычной работе. Каждый раз, когда люди узнают об этом, они спрашивают, как? Цель этого видео дать вам исчерпывающий ответ. Фактически я собираюсь рассказать вам о 3 пассивных источниках дохода, которые потенциально помогут вам зарабатывать в интернете деньги с минимальными усилиями. Под пассивным доходом я подразумеваю, когда вы один раз делаете работу, а потом очень долго получаете с этого прибыль. Вы создаете контент, и это ваш дом, который потом сдается и приносит доход. Только это виртуальный дом, без реального обслуживания. Сегодня мы не будем рассматривать инструменты, которые предлагает нам традиционный инвестиционный рынок или другие банковские продукты. Сейчас речь пойдет о тех способах, которые позволят вам начать зарабатывать в интернете, используя лишь свой телефон или компьютер. Первым источником пассивного дохода являются цифровые электронные продукты, но не совсем в том виде, в котором вы могли подумать. При грамотном подходе этот метод может давать колоссальный доход. Именно поэтому я делюсь им с вами в первую очередь. Однако для того, чтобы весь этот процесс запустился, необходимо кое-что сделать на самом первом этапе. И этот этап называется приобретение навыков. Вам нужно освоить ценный навык, который будет востребован другими людьми. Цель этого видео дать вам исчерпывающий ответ. Фактически я собираюсь рассказать вам о 3 источниках пассивного дохода. Но мы не будем рассматривать с вами классические банковские инструменты или прочие инвестиционные продукты. Наши методы позволят вам зарабатывать в интернете с помощью телефона или компьютера и при этом делать это с минимальными усилиями. Под пассивным доходом я подразумеваю то, когда вы один раз выполняете свою работу и при этом на протяжении долгого-долгого времени продолжаете получать с нее прибыль. Первым источником пассивного дохода являются электронные продукты, но это не то, о чем вы могли подумать. При грамотном подходе этот метод может приносить колоссальный доход. Именно поэтому я делюсь им с вами в первую очередь. Однако для того, чтобы вся наша схема сработала, вам необходимо кое-что сделать в самом начале. Это приобрести ценный навык, который востребован другими людьми. Вы можете спросить, какой навык самый важный сегодня? Самый главный навык сегодня – это навык социального взаимодействия. Вы спросите, что это такое? Это просто ваше желание отблагодарить кого-то. Например, меня за то, что я сделал это видео для вас. Я потратил очень много часов своего личного времени для того, чтобы снять, а потом это все отредактировать и выложить на YouTube. И, соответственно, пожалуйста, если вам нравится это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. Так вы даете понять алгоритмам YouTube то, что это видео является востребованным, и он будет показывать его другой целевой аудитории со схожими интересами. Благодарю. Продолжим. Сегодня в 21 веке существует огромное количество ресурсов для получения онлайн-образования. Но подожди, мой друг, не закрывай это видео, потому что тут не будет рекламы онлайн-курсов. Все, что я могу тебе сказать, прямо когда я писал это видео, я просто скроллил ленту социальной сети и увидел следующее. То, что моя подруга записалась на онлайн-курс. И я подумал, что это знак свыше, что тема актуальна и стоит ее развивать. В идеале тебе надо выбрать навык, который способен решать чьи-то проблемы.
Например, проблемы бизнеса. Все упомянутые мной сферы как раз относятся к тем темам, где у людей возникают трудности. В качестве примера одной из современных активно развивающихся областей можно привести искусственный интеллект, а также его применение для создания востребованных бизнесом продуктов. Сейчас существует множество направлений, в которых вы могли бы себя попробовать. Например, вы можете помогать компаниям создавать обложки и логотипы для YouTube-каналов с помощью искусственного интеллекта. А также не стоит забывать о том, что искусственный интеллект — это та тема, которая когда-то была будущим, но это будущее уже наступило сегодня. Надо быть на этой волне. Не надо упускать свой шанс, друзья. Надо просто брать и делать. Поэтому сегодня надо углубиться всем в эту тему и понять, как минимум, что это такое и с чем это едят. Если тебе тоже интересна эта тема, то смотри мое следующее видео «Как стартовать в искусственном интеллекте». Там мы просто рассмотрим основные моменты, какие есть виды искусственного интеллекта и как их можно использовать сегодня для реальной жизни. Продолжим. Предположим, что вы уже прошли обучение и вы знаете, для чего и как применять искусственный интеллект в вашей повседневной жизни. Поздравляю, теперь вы обладаете невероятно ценным умением. И первым шагом на нашем пути будет применение нашего навыка не пассивным способом. Но вы можете задать вопрос: зачем мне это делать, Денис? Я хочу сразу перейти к пассивному источнику дохода. Поверьте мне, этот шаг необходим в рамках плана вашего развития. И впоследствии вы будете рады, то, что прошли через него. Суть заключается в том, что вы предлагаете свои услуги на иностранных биржах фриланса, таких как Fiverr или Upwork. Поначалу за очень низкую цену, например, $5, но при этом вы уже работаете с иностранными заказчиками, улучшаете свой навык владения английским языком, ведения деловой переписки, а также получаете оплату в долларах. И в дальнейшем эта аудитория, которая делает у вас один заказ, она может перерасти в постоянных клиентов. Вы можете спросить, почему там готовы платить целых $5 за то, чтобы сделать картинку, допустим, к видео. Об этом будет видео на моем втором канале, так что не забывайте подписаться, ссылочки в описании. А мы продолжаем. Да, на первых порах вы не будете получать много денег, но это часть стратегии. Предположим, вы решили зарабатывать на том, что будете делать обложки для видео с помощью искусственного интеллекта. И вы поначалу будете брать за свои услуги минимальную цену $5. И со временем, по мере накопления опыта, вы сможете повысить цены на свои услуги. Помимо того, чтобы искать заказчиков только на фриланс-биржах, вы можете напрямую обращаться к ним в других социальных сетях, просто посмотрев их видео и написав им напрямую о том, допустим, что вы делаете и сколько вы берете за свои услуги. И как только вы наработаете свою клиентскую базу и обрастете необходимыми навыками, вы сможете приступать к созданию своего пассивного дохода. И тут мы рассмотрим три варианта, как было сказано ранее. И первый тип твоего пассивного дохода — это цифровые продукты. Это электронные книги, видеокурсы или шаблоны, которые вы можете создать для других авторов, чтобы они по упрощенной схеме делали свои обложки. Второй тип продуктов для пассивного дохода, когда вы уже обладаете необходимыми навыками, вы можете начать лицензировать свои продукты. То есть, если вы фотограф или видеограф, вы можете использовать фотостоки для того, чтобы загружать туда свои работы и получать деньги за то, что люди будут использовать это в своих видео вставках, например, как вот это вот. А также сегодня, если вы захотите, то вы можете обучиться, например, программированию или созданию игр и создать свою игру или другую программу
и после уже начать ее монетизировать с помощью системы подписок. И так вы будете получать доход на постоянной основе. Так что пользуйтесь, друзья. И третий способ для пассивного дохода – это партнерские программы. Вы можете продавать продукты других людей и получать с этого свои проценты с продаж. Соответственно, тут я бы рекомендовал использовать стратегию с продуктами с большим чеком. Соответственно, так вы просто-напросто увеличиваете свой доход, потому что воронка людей, которые посмотрели видео и купили, а только с последних вам будут выплачены проценты, она, соответственно, очень-очень маленькая, и чем дороже наш продукт, который мы продаем, тем, соответственно, конечная выплата будет от партнерской сети больше. Четвертый источник пассивного дохода – это возможность автоматизировать сегодня практически все процессы с помощью искусственного интеллекта. То есть вы берете все то же самое, что вы делаете, подключаете туда искусственный интеллект, и это дает вам возможность производить больше продукта, прикладывая меньше усилий, тем самым больше зарабатывать. Или же по-другому вы можете автоматизировать все эти процессы, наняв другого сотрудника, и он будет уже по вашему ТЗ выполнять задания, как вы это делали на первом шаге, когда обучались необходимым навыкам. И давайте подведем итог всему тому, что было сказано ранее. Важно! Выбирайте востребованный навык, на который есть спрос. Не забывайте постоянно обучаться и совершенствоваться в том деле, которое вы выбрали. Также не забывайте о качестве тех клиентов, которых вы будете обслуживать. То есть вам необходимо делать упор на то, чтобы всех своих клиентов максимально качественно обслужить, чтобы они к вам вернулись и порекомендовали вас своим друзьям. Создание пассивного дохода требует времени и усилий, но это возможно. Используя навыки, о которых я сказал вам ранее, вы сможете создать свой первый источник пассивного дохода, который будет приносить вам прибыль на протяжении долгого времени. И даже тогда, когда вы не будете работать. Помните, начинайте с малого, не пытайтесь сразу создать империю. И Москва, как говорится, не сразу строилась. Начните с одного или двух источников пассивного дохода и постепенно расширяйтесь. Будьте терпеливы. Не ждите, что деньги начнут поступать сразу. Создание пассивного дохода – это игра в долгую. Это марафон, а не спринт. Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Если вы будете усердно трудиться и не сдаваться, вы добьетесь успеха. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. А для тех из вас, кто еще не завел свой YouTube канал и задает себе вопрос, как это правильно сделать сегодня, я записал отдельное видео. Переходите и создайте уже себе свой YouTube канал. Не упускайте свой шанс. Благодарю.